Секреты умного мужчины. Открой для себя признаки умного и гармоничного мужчины. И какие вопросы задает тот, кто прозрел в своей жизни. Я рад приветствовать каждого. В этом видео я расскажу о нескольких характеристиках мужчины, который, как говорится, прозрел. А в конце приведу несколько вопросов, которые должен задавать умный и прозревший мужчина женщине. Приятного вам просмотра. С разводами и одиночеством после 30 сталкиваются все чаще. За этим стоит не только кризис среднего возраста, но и зрелость души и ума. Если вы заглянете на женские сайты или соцсети, то увидите море недовольства женщин. Мужчины стали хуже, я ему улыбнулась, а он прошел мимо. Мы уже 2 недели вместе, а он ни разу не подарил мне цветы. Мужчина, который достиг душевной гармонии и мудрости, самый страшный кошмар для женщин. Его нельзя обмануть или выманить деньги. Женщины, которые не смогли покорить такого мужчину, безжалостно обзывают его лузером. Но знаете что? Лично я считаю, что это лучший комплимент, который можно получить от современной представительницы прекрасного пола. А теперь давайте посмотрим на несколько характеристик мужчины, который нашел гармонию в себе. Возможно, вы узнаете себя в них, или же захотите присвоить себе некоторые из них. И первое – это больше по душе временные отношения. Кто бы что ни говорил, но без женского внимания тоскливо каждому. Вот только утолять его потребность можно по-разному. В то время как незрелый мужчина тратит много сил на серьезные отношения, сливая много сил, нервов и денег, устраивая романтические свидания и заваливая даму подарками, мужчина поумневший так не делает. На новую подружку он тратит минимум сил и времени. Он прекрасно осознает, что отношения, в которых никто никому ничего не должен, намного выгоднее серьезных. К тому же нет никакой гарантии, что после года или 2 совместной жизни тебя не променяют на кого-то побогаче. Следующее – это есть четкая цель в жизни. И эта цель не женщина. Женщины часто утверждают, что мужчина должен обзавестись семьей и детьми, чтобы быть счастливым. Но это нелепо. Это слова, которые используют женщины как попытку манипулировать мужским эго и затащить его в брак. Ха! Взгляните на него. 30-ник, а он одинок. Ты разве можешь считать себя мужчиной? Кричат повсюду женщины. Не обращайте внимания на эти слова. У мудрого мужчины есть своя цель, к которой он идет неуклонно. И эта цель точно не женщина, которая может изменить ему в любой момент. Следующее – это спокойствие и хладнокровие. Мужчина, который познал гармонию, слегка превращается в циника. Его не удивляют разговоры о меркантильности многих современных женщин. Его не удивляют слова, что любовь, доверие и уважение – это прошлый век. А деньги – это единственное, что имеет значение. Если на пути попадается очередная принцесса, то он спокойно прощается и идет дальше. Такой мужчина молча делает свое дело и радуется жизни. Ну а следующее – это знакомства с женщинами отошли на второй план. Если по молодости мужчина был готов ухлёстывать за каждой более или менее симпатичной мордашкой, то с обретением гармонии все изменилось. Поменялся и сам формат общения. Если раньше мужчина всегда проявлял инициативу первым, то теперь особо не спешит. Мудрость привила следующее правило. Если женщина заинтересована в знакомстве, то она должна дать знать об этом. Уже после этого можно взвесить все за и против. Намека не было, ничего страшного. Не вижу смысла бегать за женщиной, которой я совершенно не интересен. Я часто слышал такую мысль, что умный человек учится на чужих ошибках, а не на своих. Я полностью разделяю эту мысль, и она хороша для многих аспектов жизни, особенно для отношений. Вот только несмотря на пример сотен, даже тысячи мужчин, всегда найдется тот, кто не сможет принять чужой опыт. И он говорит следующее: ага, подумаешь, статистика по разводам 70-80%. Это вот у них. Они слабаки и неудачники, не смогли удержать свою женщину. Моя любимая не такая. И я уверен, что в наших отношениях все будет иначе. Звучит очень трогательно и глупо. Конечно, рано или поздно не такуся раскроет свою сущность.
А мужчина осознает, что он не исключение из правил, но будет уже поздно. И тогда мужчину ждет один из двух путей. Либо он извлекает из этого горький опыт, либо он повторяет свою ошибку и вступает в новые отношения, которые идут по тому же сценарию. Но прозревший и мудрый мужчина смотрит на мир более чистым взглядом. Все становится четким, структурированным и понятным. Мужчины, которые боятся прозрения, открещиваются от него. Они приходят в комментарии под мои видео и гордо расписывают, какие они настоящие мужчины. А автор и остальные – это неудачники. Прозревший мужчина, но прозревший мужчина обязательно задает ряд вопросов, на которые, как правило, от женщины невозможно получить честный ответ. Раз брак называют верхушкой отношений, главной точкой, к которому должна стремиться пара, и нечто, что символизирует нерушимость союза мужчины и женщины, то почему этот нерушимый союз имеет процентов разводов 70 или 80, а большая часть, между прочим, инициирована самими женщинами? Следующий вопрос. Женщины утверждают, что смысл жизни любого нормального мужчины – это семья и дети. Почему в таком случае они легко разваливают семьи, отнимают у мужчины сына, лишая возможности общаться с ним? Почему многие женщины очень сильно хотят выйти замуж, но при этом отказываются быть за своим мужем? По мнению многих, да, мужчина должен сходить в ЗАГС, чтобы доказать серьезность чувств и свою любовь. То есть это гарантии. Почему же в таком случае женщина наотрез отказывается от ответных гарантий брачного договора и ДНК-теста? Удовольствие от отношений получают оба, и мужчина, и женщина. Почему в таком случае добиваться, вкладывать и ухаживать должна лишь одна сторона? Многие дорогие женщины мечтают не работать или хотя бы жить на частичном обеспечении своего мужчины. Но при этом и домашнюю работу они не хотят выполнять, аргументируя это: «Я не кухарка и не домработница». Но для чего мужчине тогда жениться на такой дамочке и содержать ее? Проще нанять за эти же деньги, а может быть даже и дешевле, домработницу. Почему часто выходит так, что чем выше у женщины самомнение, тем меньше она может дать своему мужчине? Если вокруг много молодых и красивых женщин, которые не запятнали себя десятком отношений и разваленными браками, то почему мужчина должен смотреть на более взрослых дам, которые прошли через 1 или 2 развода? Почему мужчина просто должен и по факту обязан к 25-30 годам обладать квартирой и машиной, а женщина ему ничего не должна? Если уважаемые феминистки кричат на весь мир, что мужчины им не нужны и только вредят, то почему они с удовольствием используют все блага, которые придумали мужчины, живут в домах, которые построили мужчины, используют технику, которую опять же создали мужчины? Встречаться с мужчиной за деньги – это табу. Но почему встречаться за блага, которые покупаются за деньги, подарки, рестораны, телефоны и так далее, это для женщин норма? Почему отношения, где мужчина зарабатывает в 3-4 раза больше своей женщины, это норма, но при этом женщины наотрез отказываются встречаться с мужчинами, у которых доход плюс-минус равный? Если женщина живет для себя, то она сильная и независимая. Почему мужчина, который живет аналогично, вдруг становится объектом агрессии? В браке, как полагается, мужчина обязан отдавать все деньги жене, которая вольна их тратить на себя любимую. Но где тут справедливость? Почему женщины игнорируют простые основы математики и не понимают, что богатых и обеспеченных на всех просто не хватит? И почему женщина, которая посвятила молодость бурным гулянкам и беспорядочным отношениям, к 30 годам считает, что она достойна порядочного и адекватного? И, друзья, это далеко не все вопросы. Так, самые базовые, которые лежат на поверхности. Существуют ли ответы на эти вопросы? Возможно, но, как я сказал выше, ни одна женщина, за редким исключением,
честно не ответит вам на эти вопросы. На самом деле все просто. Дорогие женщины подминают под себя нас, мужчин, и делают свою жизнь удобнее за чужой счет. Но задача мужчин – прозреть как можно большим количеством, задавать себе и окружающим эти неудобные вопросы, понимать, что нас, по сути, водят за нос, и пересмотреть свое поведение, в особенности касательно отношений. Лишь в таком случае получится немного выровнять ситуацию и сделать отношения честнее и приятнее. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделитесь в комментариях, что вы думаете на эту тему. Также поделитесь этим видео с друзьями. Любое ваше действие помогает развиваться моему маленькому каналу. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч в следующих видео.